Идем дальше, друзья. Следующая банкнота. Африка. Замбия. 10 квача 1991-93 годов. Датированный выпуск 1989-91 годов. Лицевая сторона. Справа Кеннет Каунда, первый премьер-министр и президент Замбии. Слева орлан крикун, вид африканских хищных птиц семейства ястребиных. И в центре бабочка. Состояние банкноты uncirculated. Имеется защитная нить и водяной знак Кеннет Каунда, также герб Замбии. Оборотная сторона. Здание Верховного суда Замбии, статуя свободы, голова жирафа и вот такая резная статуэтка мужской головы. Размер банкноты 142 на 72 мм. Банкнота отпечатана в типографии Harrison & Sons, Англия. В каталоге Пика Краузе имеет номер 31Б. Вот так она выглядит в ультрафиолетовом свете. Средняя цена банкноты 100 рублей. Следующая банкнота из этой же серии. 20 квача 1991-93 годов. Лицевая сторона. Также справа Кеннет Каунда, слева орлан крикун, в центре бабочка, но на этот раз другая. Состояние банкноты пресс. Имеется защитная нить и водяной знак Кеннет Каунда, также герб Замбии. Вот для сравнения бабочка на предыдущей банкноте и вот такая на этой. Оборотная сторона. Президентский дворец столицы Замбии Лусаки и пальма. Статуя свободы. Голова газель-дамы или сахарской газели. Это один из видов настоящих антилоп. И резная статуэтка другой мужской головы. Размер банкноты 150 на 73 мм. Типография, где была отпечатана банкнота, неизвестна. В каталоге Пика Краузе имеет номер 32Б. Вот так выглядит в ультрафиолете. Разброс цен на эту банкноту довольно широкий, от 40 до 700 рублей. Идем дальше. Полный выпуск банкнот Сан-Томе и Принсипи. Африканское государство близ экватора, расположенное на островах. 1996-2013 годов. Все 5 номиналов. Очень яркие и красивые банкноты. Первый номинал 5000 добр 1996 года. Лицевая сторона. Справа Амадор Виейра, наиболее известный как Рей Амадор, лидер знаменитого восстания рабов в 1595 году на африканских островах Сан-Томе и Принсипи. Он изображен почти на всех номиналах этой серии. Также изображена небольшая яркая птица Папа Фигу, обыкновенная иволга, и также герб Сан-Томе. Состояние пресс. Имеется защитная нить и водяной знак Рей Амадор. Оборотная сторона. Плантация Агустинью Нету. Больница и мост. Агустинью Нету – отец-основатель Анголы. Размер банкноты 131 на 67 мм. Отпечатана банкнота в типографии Томас де Лару, Англия. В каталоге Пика имеет номер 65А. Средняя цена банкноты 100 рублей.
Следующий номинал 10 тысяч добр 1996 года. Лицевая сторона справа Рей Амадор и птичка Особо, золотистая бронзовая кукушка. И герб изображен. Состояние пресс, вот какое-то пятнышко. Типографская краска, возможно. Имеется защитная нить и водяной знак Рей Амадор. Оборотная сторона. Мост через реку Папагайо в Сан-Антонио. И также изображен пик горы Папагайо, Пико Папагайо. Размер банкноты 137 на 67 мм. Типография Томас де Лару обозначена на всех номиналах. В каталоге Пика имеет номер 66А. Средняя цена 200 рублей. Следующая банкнота 20 тысяч добр 2013 года. Камуселла. Большеклювая иволга. Имеется две защитные нити и водяной знак Рей Амадор. Оборотная сторона. Вид на город Санто-Антонио и Пальмы. С 1752 по 1852 годы был главным городом колонии. Размер 143 на 67 мм. В каталоге Пика имеет номер 67Е. Средняя цена 400 рублей. $50 тысяч добр 2013 года. Канобия. Мангровая альциона. Птица семейства зимородковых. Защитный элемент в виде проявляющийся под определенным углом обзора золотистой полосы с номиналом. Имеются две защитные нити и водяной знак Рей Амадор. Оборотная сторона. Здание штаб-квартиры Центрального банка Сан-Томе и Принсипи. Размер 150 на 67. Номер в каталоге 68Е. Средняя цена 700 рублей. И последний номинал этого выпуска, самый крупный, 100 тысяч добр 2013 года. Жако или серый попугай. Строки из поэмы «Сердце в Африке» африканского поэта Франсишку Жозе Тенрейру. Портрет на этой банкноте уже другой. Франсишку Жозе Тенрейру. Изображен также компас, так как Тенрейру был не только поэтом, но и географом. Водяной знак Рей Амадор. Имеются две защитные нити. Металлизированный защитный элемент в виде проявляющейся книги. Оборотная сторона. Группа лиц в костюмах со щитами стоят перед памятником, празднуя Ауту де Флорипеш в городе Санто-Антонио на острове Принсипи. Мероприятие, которое проводится каждый год 10 августа, День Святого Лаврентия, привлекает тысячи посетителей, которые приходят стать свидетелями исторической реконструкции столкновений между христианами и маврами. Защитный элемент в виде проявляющейся под определенным углом обзора золотистой полосы с номиналом.
Размер банкноты 150 на 67. В каталоге Пика Краузе банкнота имеет номер 69С. Средняя цена банкноты 1200 рублей. Посмотрим эту серию в ультрафиолетовом свете. Красиво очень. Вот такая замечательная серия банкнот Сан-Томе и Принсипи. Идем дальше. Еще две банкноты Сан-Томе и Принсипи 2016 года выпуска. В 2016 году была проведена деноминация 1000 к 1, и в рамках празднования 25-летия банка была выпущена новая серия, и было представлено 6 новых номиналов и 5 новых монет. Все банкноты были разработаны и напечатаны в типографии Делару и демонстрируют местных бабочек с лицевой стороны и дикую природу и фауну с оборотной стороны, а также улучшены функции защиты банкнот от подделок. Эти первые две банкноты, два номинала, изготовлены из полимерного материала. 5 добр 2016 года. Лицевая сторона. Бабочка Акреа инсуларис, встречающаяся только на острове Сан-Томе. Прозрачное окно с изображением Рея Амадора и бабочки. Защитной нити нет. Оборотная сторона. Сантомийская землеройка. Белозубая землеройка длиной около 3 дюймов, встречающаяся только на острове Сан-Томе. Также изображены бабочки, карта Сан-Томе и Принсипи и стилизованный стручок какао. Размер банкноты 130 на 67 мм. В каталоге Краузе имеет номер 70. Средняя цена банкноты 250 рублей. 10 добр 2020 года. Лицевая сторона. Бабочка Акреа Ниобе. Также встречается только на острове Сан-Томе. Прозрачное окно с изображением Рея Амадора и бабочки. Защитной нити также нет. Оборотная сторона. Плуки Сандессу. Сантомийская птица Приния или Приния малери, сидящая на ветке. Также является эндемиком. Карта Сан-Томе и Принсипи и стилизованный стручок какао. Размер банкноты 135 на 67. В каталоге Пика Краузе имеет номер 71. Средняя цена 350 рублей. Напечатанные на полимере банкноты не выдержали жаркий и влажный климат, и в следующем выпуске были заменены новыми банкнотами, изготовленными на бумаге с улучшенными функциями безопасности и долговечности. Посмотрим эти банкноты под ультрафиолетовым светом. Вот так они выглядят. Идем дальше. И еще две банкноты Сан-Томе и Принсипи последнего 2020 года выпуска. Банкноты бумажные, выполнены в том же дизайне, что и предыдущие. 5 добр 2020 года. Бабочка. Водяной знак. Защитной нити нет. Оборотная сторона. Землеройка. Размер 130 на 67. В каталоге Пика банкнота пока не определена. Средняя цена 250 рублей. И 10 добр 2020 года. Бабочка.
орденной знак без защитной нити. Вот сравним эти две банкноты. Оборотная сторона птица приния, размер 135 на 67, каталоги пика не определена. Средняя цена 350 рублей. Посмотрим и эти две банкноты под ультрафиолетом. Вот так они выглядят. Такое, друзья, было у меня сегодня пополнение. На этом этот выпуск подошел к концу. Ставьте оценку этому выпуску, пишите комментарии и подписывайтесь на мой канал, кто еще не подписан. Также не забывайте нажать на колокольчик, чтобы быть в курсе моих новых выпусков. Всем желаю успехов и добра. До новых встреч!